Внеочередное предоставление жилого помещения гражданам, страдающим тяжелой формой хронического заболевания. Гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых совместное проживание с ними в одной квартире невозможно, жилые помещения по договору социального найма предоставляются местной администрации вне очереди. В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года. Номер 181 ФЗ о социальной защите инвалидов в Российской Федерации, инвалиды, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. Инвалиды, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жилым помещением в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. Малоимущим гражданам, признанным по установленным данным кодексом основаниям, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма предоставляются в установленном жилищным кодексом РФ, часть 2, статья 49 ЖК РФ, в силу части 3 статьи 52 ЖК РФ. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях осуществляется органом местного самоуправления. Гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, жилые помещения по договорам социального найма предоставляются на основании решений органов местного самоуправления, часть 3, статья 57 ЖК РФ. Вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых совместное проживание с ними в одной квартире невозможно и которые указаны в перечне, утверждаемом уполномоченным правительством Российской Федерации органом, пункт 3, часть 2, статья 57 ЖК РФ. Верховный суд Российской Федерации в определении от 3 июля 2018 года номер 20 КГ 1822 при рассмотрении кассационной жалобы гражданина, которому было оказано в предоставлении жилого помещения по договору социального найма во внеочередном порядке со ссылкой на отсутствие жилых помещений, пришел к выводу, что гражданину, страдающему тяжелой формой хронического заболевания, при котором совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, соответствующее жилое помещение должно быть предоставлено незамедлительно после возникновения права на получение жилого помещения вне очереди, и указал, что дополнительных условий реализации права на предоставление жилья в установленном законом порядке указанной категории граждан, таких как фактическое финансирование и наличие в жилищном фонде субъекта Российской Федерации или в муниципальном жилищном фонде жилья, федеральное законодательство не содержит. Судом также обращено внимание на отсутствие в законодательстве указания на срок, в течение которого жилье должно быть предоставлено гражданам, имеющим право на его внеочередное предоставление, что свидетельствует о том, что жилое помещение гражданам указанной категории должно быть предоставлено незамедлительно после возникновения соответствующего субъективного права, права на получение жилого помещения вне очереди. Граждане вправе обжаловать отказ в предоставлении жилья вне очереди в судебном порядке, а при необходимости могут обратиться в органы прокуратуры с заявлением об оказании помощи в судебной защите их прав.